Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу поговорить с вами о бумажной лозе. Какие правила нужно соблюдать при изготовлении бумажной лозы? Первое, на что необходимо обратить внимание, это направление волокон в бумаге. Скручивать необходимо только вдоль волокна, то есть нарезать бумагу вдоль волокна. Как быстро проверить направление волокон в листе бумаги? Ее необходимо просто разорвать. Если разрыв ровный, то направление волокон идет по длинной стороне, да? А вот если, допустим, вы разрываете и, видите, у вас рвется бумага неровно, значит направление волокон в этом листе поперек. В листах А4, вот видите, поперек. В листах А4 потребительской бумаги, ее еще называют газетной, я такую бумагу покупаю в фирме Кондопога, направление волокон может быть как вдоль, так и поперек. Поэтому я, например, для того, чтобы купить пачку, то есть я покупаю одну пачку, и можно в магазине вытащить один листочек, разорвать, посмотреть, какое направление. И если вас это устраивает, я покупаю сразу, допустим, несколько пачек, да, чтобы за каждой не ходить. Это первое, на что нужно обратить внимание. Второе – это спицы. Но спицы, здесь спорный вопрос. Используют спицы от 0,75 мм до 2 мм. Я, например, кручу на спицу 1,2 мм. Вот. 1,2 мм я кручу на такую спицу. Ширина полосы в основном тоже зависит от того, какое изделие вы хотите сделать. Большинство своих изделий я плету на трубочки, скрученные на полосу 7 сантиметров. То есть, если мы лист бумаги разделим на 3 части, то у нас и получится ширина 7 сантиметров. Если, например, вы хотите сплести короб, допустим, большой, какой-то для белья, ну что-то, большую корзину, то можно делить не на 3 части лист бумаги, а на 2 части. В этом случае полоса получится 10 сантиметров. Сейчас мы попробуем с вами, посмотрим, чем они отличаются. Сразу хочу сказать, вот эти трубочки скручены на полосу 10 сантиметров, вот на эту спицу, на тонкую. Кручу я, в общем-то, одной спицей, хотя в некоторых случаях использую спицу 2 мм. Если какие-то большие изделия, мне нужны трубочки, допустим, на стойке большие, плотные. А вот эти трубочки скручены на полосу 7 сантиметров. Вот видите, они тоньше. Изделие будет более изящное. То есть шкатулки, небольшие корзинки, магнитики. Ну и вообще большинство изделий я плету вот именно вот на такие трубочки. Большие я только использую под большие изделия. Теперь о правилах скручивания трубочки. Необходимо положить спицу, сделать угол как можно меньше. Пишут, что 45 градусов, я думаю, что здесь даже будет меньше. Практически вертикально должна лежать спица.
и зажимаю кончик. И самое важное правило, что скрутка должна быть очень-очень плотная. То есть я бумагу прижимаю очень плотно к спице, чтобы по всей длине бумага, по всей длине спицы бумага прилегала плотно. И не получалось так, что с одной стороны у меня больше расстояния, да, то есть вот здесь вот бывает, когда отпускают вот больше, а здесь совсем чуть-чуть. И еще одно правило, которое необходимо учитывать. Клей, некоторые наносят много клея, и когда вы скручиваете в конце, здесь вот остается капельку клея, и ее начинают вот так намазывать. Так делать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что когда вы будете красить, ни один колер, вот это место, вот где будет клей, не возьмет колер и будет белесая полоса вот здесь. То есть это будет некрасиво. Поэтому обратите на это внимание при скрутке трубочек. Клей не должен выходить за край. Еще раз покажу. Это вот, еще раз напоминаю, ширина 7 сантиметров. Полоса 7 сантиметров. Видите, я очень-очень плотно держу и стараюсь, чтобы у меня натяжение было равномерное. Тогда получаются идеальные трубочки. И клея наношу вот совсем чуть-чуть. Также скручиваются трубочки на полосу 10 сантиметров. Важно, чтобы скрутка была плотная, поэтому прям руками держите эту спицу, придерживайте. Сейчас еще одна. Многие мастерицы крутят трубочки на столе, но мне, например, удобнее на весу, поэтому способ кручения на столе я вам показывать не буду, показываю только то, чем пользуюсь сама. Такой способ вы, в принципе, можете найти в интернете, сложного там ничего нет, просто прокатывается спица по поверхности стола. Вот такие вот у нас получаются трубочки. А о покраске трубочек мы поговорим в следующий раз.